Привет, меня зовут Митя Савелов, вы смотрите Change Life, где мы разговариваем с самыми интересными людьми о том, как они изменяют мир вокруг себя к лучшему. Сегодня у нас в гостях телеведущий Артем Королев. Привет. Привет. Как дела? Отлично дела. Как у тебя? Тоже хорошо. Ну вот ты говорил, что ты не телеведущий, что ты волнуешься на камеру. Видишь, как у тебя хорошо получается? Да, у меня просто все уже умерло внутри. Хочу тебя поспрашивать про кучу твоих каких-то социальных вовлечений и инициатив, потому что я знаю, что ты публично поддерживаешь, например, какое-то огромное количество фондов. По-моему, «Старость в радость», да? Ты с ними каким-то образом... Ты можешь перечислить, что это за инициатива? Я бы не сказал, что я большое количество поддерживаю, потому что если сильно распыляться, то ничего из этого не получится. Нужно как-то фокусироваться на чем-то. Но на самом деле я знаю, что это звучит не очень, может быть, как-то красиво, и не очень прянично, и не очень глянцево. Но в нашей стране, да и вообще в мире, все помогают детям. Всегда. Вот ребенок — это святое. Вот все. Вот, даже когда ты едешь в Сапсане, тебе говорят о том, что снимайте капюшоны и вытаскивайте наушники, когда вы подходите к железнодорожному полотну, и следите, значит, берегите жизнь и здоровье, особенно детей, да? Разумеется. Мне интересно, почему не надо беречь взрослого человека, да? Почему не надо беречь пожилого человека, который всю свою жизнь прожил, и мне кажется, он тоже достоин того, чтобы закончить свою жизнь достойно. Жизнь могла быть очень грустной у этого человека. Поэтому я помогаю фонду «Старость в радость», а фонд, в свою очередь, помогает старикам, которые находятся в домах престарелых. И на самом деле помочь им очень просто. Я считаю, старикам тоже нужно помогать. Нет, конечно, не только дети заслуживают помощи, это мое мнение. Но помимо этого прочего, я поддерживаю фонд «Орби», который я считаю очень важным, потому что инсульт — это ужас нашего времени, он может коснуться любого человека, даже если ты молод и здоров, он может... А фонд этот занимается чем, прости? Фонд Орби помогает людям, пострадавшим от инсульта, помогает в реабилитации, помогает близким людей, пострадавших от инсульта. Инсульт — это кошмар, но при этом я просто знаю, у меня у бабушки был инсульт, и у дедушки, и ты смотришь в глаза твоего родного человека, и это ничего не изменилось, он тот же. Ты смотришь в глаза, они смотрят на тебя, но они другие. Там как будто бы, знаешь, стоит дом с пустыми окнами. Это очень грустно, поэтому инсульт — это вещь, с которой нужно бороться. И чем этот фонд хорош, он помимо того, что помогает в реабилитации, помогает близким, он еще и занимается распространением информации, что в вопросе инсульта очень важно, потому что если в первые минуты и часы ты предпримешь все действия, чтобы для того, чтобы реабилитировать человека, то в принципе инсульт может пройти и незамеченным. Это очень важно. Слушай, а вот такой вопрос. Мне всегда было интересно. Ты человек публичный, у тебя большое количество подписчиков в Инстаграме. Чувствуешь ли ты какое-то давление, либо какую-то необходимость быть примером, в том числе и в таких делах? То есть какое-то давление, связанное с этим, или нет? Ну, оно, конечно, есть, и я на самом деле отношусь к этому как к какой-то привилегии, даже радости, что у меня есть возможность. У меня вышла недавно книга про завтраки, и у меня был тур с презентациями. И ты знаешь, на днях была буквально в Петербурге, мне подходили ребята и говорили, что вот ты тогда-то сказал то-то, это на меня повлияло так-то, и вот теперь у меня есть свой собственный бизнес. Или вот ты тогда сделал это. Я понимаю, что все-таки хотя бы какой-то смысл в моем существовании есть, понимаешь? Потому что все-таки я являюсь, наверное, примером для этих людей. И получается, следуя за мной, что-то в их жизни меняется к лучшему. Вот. Ну да, ведь у тебя же это огромный канал, да, через который ты можешь рассказывать людям, и ты это делаешь, потому что я видел, что ты участвовал в кампании против домашнего насилия, кампании по аутизму. По аутизму, потом по просвещению людей, что такое ВИЧ и СПИД, потому что в нашей стране это просто стыд. Люди думают, что если у человека ВИЧ, то он умрет через 3 года, все кончено, такое безобразие. Это абсолютно думают, что он может вообще передастся через нахождение рядом, ауры. Мне стыдно, что люди так думают. Надо просвещать, потому что знание — это сила, а незнание — это невежество. В этом сила, в знаниях сила. Как ты думаешь, что, на твой взгляд, потому что ты, конечно, окружен публичными людьми,
Охотно ли публичные люди в России идут на какие-то такие благотворительные дела? Я даже не говорю просто про фонды, а, например, ну там, петиции, либо какие-то собственные инициативы, либо они что-то увидели и хотят что-то сделать по этому поводу, и для этого используют свои каналы. Ты знаешь, я рад, что в последнее время вот этот вот информационный фон становится более позитивным на эту тему. И знаешь, миллениалы, скажем, которые будут править миром и уже правят миром, от них расходится этот тренд. Если ты сейчас посмотришь даже на русский Инстаграм, на многих ребят, которые пользуются какой-то, ну, которые имеют какую-то, да, силу и важность, все говорят о благотворительности. Это очень приятно. О животных, о детях, о взрослых, обо всем. Кто-то один фонд поддерживает, кто-то другой. Мне кажется, что это создает очень здоровский фон, который помогает людям поверить в это. Вот что мне интересно. Это вот как раз как тому, что ты говорил про публичных людей. Мы провели исследование недавно среди пользователей Change.org в России, небольшого куска, для того, чтобы понять, что для них является составляющим успеха какой-то компании или инициативы. И, конечно, были там 3 элемента основных мы выявили. Первое — это, конечно, адресаты, эти люди, которые принимают решения, вовлечение СМИ, а третье — это как раз публичные люди. То есть наши пользователи верят, что вовлечение публичных людей и поддержка публичных людей — это залог успеха большинства компаний или инициатив, или не обязательно петиции, это в принципе что-то, каких-то историй. Хочу тебя спросить вот что. Как простой человек может добиться внимания публичного известного человека? Можешь ли ты подсказать что-то? Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, это настолько всегда частные случаи. Ну, вот, например, девочка добилась, опять же, на презентации моей книги, она ко мне просто подошла и сказала, что ее молодой человек погиб в аварии, и она организовала фонд имени его. Ну, понятно, какой это может быть фонд, но очень маленький, да. Она попросила ей помочь. Пожалуйста, вот она привлекла внимание, с удовольствием ей помогу и расскажу об этом фонде. Кто-то обращается в фонд уже, и этот фонд помогает, да, достучаться до каких-то То есть у людей. фондов есть связи, Мне кажется, наверняка, ну, установленные разумеется, с точно. публичным. Условно говоря, если мне... А с какой целью ты имеешь в виду? Просто там, с какой целью достучаться до публичного? Просто, да. То, что говорят наши пользователи, это то, что, конечно, публичная поддержка людей известных, это уже как бы, ну, тогда уже действительно интересуются СМИ. Плюс, если это подписи, то подписи собираются больше. Если это денег, то денег и так далее. Смотрите, вообще, в принципе, можно и самому обратиться, да, сейчас есть все контакты открыты и все каналы связи для того, чтобы с любым публичным человеком. Ну, как вот происходит с тем, что я вам сказал про вот эти вот, моему сыну Максиму нужна помощь, да, не понимаю, что к чему. Мне кажется все-таки, что через фонд это сделать правильнее, потому что у фонда уже есть легитимный канал связи с любым медийным человеком, потому что, тем более, если фонд крупный, ты ему доверяешь, я думаю, это самый простой способ. И они как раз могут проверить. Ну, конечно, они не просто там, что там 10 тысяч рублей ты пожертвуешь, да, ты вложишься в эту компанию своими силами, что приведет к большему успеху. Слушай, а вот скажи мне, самая креативная или нестандартная благотворительная акция, в которой ты участвовал? Какая она была? Моя знакомая Оля, она организовала в свое время такой проект Meet for Charity называется, где ты можешь заплатить за общение с каким-либо человеком интересным сумму денег в системе аукциона, все это действует. С ним встретиться, пообщаться, потом эти деньги идут в определенный фонд. Мне кажется, это очень креативно, то есть ты покупаешь... Ну, понятно, что наибольшие суммы собирали не там, ведущие или певицы, да, а люди, у которых ты можешь, как говорится, pick up their brain, да, финансисты, бизнесмены. Вот я помню, там были рекорды, 500 тысяч рублей люди платили, представляете, и 700 тысяч рублей за встречу с кем-то. И потом эти деньги идут в фонд, который ты выбираешь. Я считаю, это очень креативно, и это сработало. Нет, я просто к чему спрашиваю, потому что действительно очень много разных форм благотворительности или вовлечения людей существует. И мы зачастую говорим о фондах, и просто фонд, там, не знаю, подключиться к проектам, стать волонтером, поддержать финансово. На самом деле есть столько различных других путей.
Мне кажется, самый важный путь для того, чтобы у нас благотворительность работала, это достучаться до сердца человека. Для того, чтобы он, листая страницу и увидя там поле, где можно ввести номер своей карты, не пролистнул, подумав, жалко, а чтобы все-таки у него что-то щелкнуло, чтобы он реально встал с дивана и прошел 3 метра. Ты знаешь, это самое бывает неприятное, да, когда ты так удобно лежишь, тебе нужно просто даже за пультом, тебе не хочется даже просто двинуться, а здесь тебе надо дойти до барной стойки, например, взять карточку и вбить. Вот нужно, чтобы человек... Он бы сделал это, если бы карточка лежала здесь, да? То есть самое главное — это достучаться до сердца человека и сделать так, чтобы что-то в нем отозвалось, чтобы он встал, прошел 2 метра, ввел эту карту и забыл навсегда об этом. Но он уже... Человеку иногда нужно как подсказать, когда нужно чувствовать. Вот. Интересная мысль. Человеку нужно помочь. Понять, подсказать, когда можно... ему нужно чувствовать, да. Хорошая мысль. Мне кажется, что этой мыслью, мне кажется, можно и завершить наш разговор, потому что она очень действительно интересная. Я хочу спросить тебя 2 вопроса, которые мы спрашиваем всех наших гостей. Первый — это такой. Если бы ты мог изменить что-то одно глобально, что бы это было? Я бы хотел изменить образ мышления всех тех людей, которые не могут искренне... Я понимаю, что они есть, понимаю, что там зачастую, наверное, ничего с этим сделать нельзя, но тем не менее мышление всех людей, которые считают, которые видят только в одну сторону. Вот. Тогда на самом деле очень многие проблемы, которые даже, кажется, на первый взгляд с этим не связаны, в абсолютно разных областях жизни, они бы исчезли. Если бы только люди смогли бы сказать, что я прав всегда, мы все всегда думаем, что мы правы. Но потом человек мог посмотреть налево-направо и хотя бы усомниться в себе. Я бы хотел, чтобы... На секунду усомниться. Да. Либо уметь договориться, мне кажется, вот это тоже следующий шаг. Но это тоже нужно какие-то здесь. Да. Очень крутая мысль. А второй вопрос такой. Кто для тебя в России является примером человека, который действительно меняет успешно мир вокруг себя к лучшему? Другими словами, с кем нам нужно поговорить? Следующий. Хороший вопрос. Я пытаюсь подумать, кто из медийных персонажей в чем участвует. Надо мне подумать. Я бы поговорил с... Это не с точки зрения благотворительности. Понятно, что сейчас мы закончим разговаривать, а выйдет... Я вспомнил. Вспомнил, да. Но вообще меня интересует очень тема молодых политиков, которые появляются. Потому что политика — это, как в нашей стране, это такое поле, на которое упала ядерная бомба, или где произошел взрыв реактора, и там просто, в принципе, ничего не может вырасти. Да? Вот как оно есть, так оно и есть. Поэтому те ростки, которые пробиваются через эту землю, и они реально есть, знаешь, в муниципальных собраниях каких-то локальных, где появилось много молодых людей. Да, сейчас появляются молодые ребята. Сейчас все больше становятся слышны голоса молодых ребят, которые занимаются политикой, но которые верны себе. И это очень важно. Потому что как только ты приближаешься к теплому месту, кормушке, да, ты к этому привыкаешь, и мне кажется, очень тяжело стать воином, вот таким вот, встать и идти против течения. А эти ребята верны своему делу, своему голосу и своей чести. Вот мне бы интересно было бы... Круто. Очень круто, да. На самом деле действительно хорошая. Это новая абсолютно область, потому что действительно люди, которые меняют мир вокруг себя, это не обязательно люди, которые занимаются непосредственно напрямую профессионально благотворительностью, либо люди, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Это люди, которые молодые политики, журналисты, писатели, актеры. Это совершенно широкий круг людей. Именно в этом, мне кажется, интересны эти разговоры, потому что у каждого свой опыт, каждый прошел какой-то свой интересный путь, научился и понял, как действительно эффективно улучшать все вокруг себя и помогать другим людям. Да. Вот. И я за твою лепту, которую ты внес, тебя благодарю сегодня. Спасибо тебе огромное. Спасибо мне очень было приятно пообщаться. Спасибо тебе, мне тоже. Удачи. Это был Change Life. Меня зовут Митя Савелов, а в гостях у нас был телеведущий Артем Королев.